Итак, приветствую, друзья. Без долгих предисловий. Начинаем сразу с сути. Нашли мы несколько солдат. Двое из них были со смертными медальонами. Пластиковая, точнее бакелитовая капсула содержит в себе бланк, который должен был заполнить боец, фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда призван и другие данные. Иногда бланк был не стандартный, а просто бумага, которую боец сам вырезал или где-то достал и заполнил по своему усмотрению. Вскрытие медальона всегда волнительно, потому что бумага сохраняется плохо, и любое неровное движение может испортить бланк. Поэтому делать это нужно очень осторожно и никуда не торопиться. Сейчас мы вместе с вами откроем этот медальон. Я его еще не открывал, не знаю, что там внутри. Будет там бланк. Будет ли он заполнен? Вместе с вами мы увидим. Приступим. Сразу пошла вода. Слава богу, бумага есть. Пока сложно понять, в каком состоянии, но не в лучшем, я бы сказал. Сейчас попробуем кинетически достать. Аккуратно. Если сразу же не будет выходить, то будем пилить. Как вы видите, бланк начинает выходить. На этом этапе нужно продолжать смотреть, чтобы ничего не начало отслаиваться. Я вижу, что он заполнен, ребята. Он заполнен. Теперь самое главное найти краешек, где у нас будет начинаться наш бланк. Здесь, походу, кусочек бумажки прилип. А вот и краешек. Его видно, он явный. Теперь основной принцип. У вас этот краешек должен по всей поверхности отлипнуть. Если начать с какой-то одной стороны укрутить, если будет обрыв, то дальше обрыв будет вас преследовать до конца, и вы весь медальон порвете. Как зачастую это бывает. Очень часто я в видео видел у поисковиков такую ситуацию. Ее нужно изначально не допускать. Или стараться не допускать. Что же, приступим к отсоединению. Добавим немного воды. Вода понадобится, чтобы как раз слои разлепились.
Бумага очень тонкая. Особенно верхний слой. Здесь видно, шов идет. Вот здесь. Здесь было смято. Вот здесь самый плохой участок, здесь будет все рваться. И вот здесь краешек с этой стороны. Он тоже будет нам все портить. Да, верхний слой совсем тоненький-притоненький. Его аж смывает водой. Фу, и нам это удалось сделать. Ох. Очень волнительная операция. Каждый раз думаешь о том, что как бы не сделать лишнее движение. Походу фамилия здесь раз попала на начало. Но там еще должна она дублироваться. Видно имя Федор.
Вот здесь, как я и говорил, сейчас будет проблема с этим местом. Пока я даже не знаю, что с ним сделать. Оно очень мягкое. Здесь у нас задир произошел. Сразу же нужно локализовать. — 1902 год рождения. Это будет очень сложный медальон. Худо-бланк одинарный, это плохо. Деревня есть. Адрес семьи есть. Дай бог там фамилия будет. Фамилия есть. Видите, вот такой момент. Вот здесь. Но вот здесь он, видите, отклеивается. Если он отклеиваться не будет, и это пропустить, то как на скотче у вас начнется в эту сторону двигаться разрез,
и все попортится капитально. Но я вижу, что здесь все идет нормально. Если что, я сейчас здесь подвину немножечко. Чтобы дальше у нас разрыв не шел. За этим нужно следить. Здесь, видите, пошел разрез из-за того, что он здесь был подгнивший с этой стороны. Надо смотреть сейчас. Как-то это можно локализовать. Да, видите, приподнял немножечко. И вот кусочек у нас остается сейчас. Отделяем. И спасаем кусок, который мог сейчас оторваться. Продолжаем следить за вот этим обрезком. Он всегда все портит. Иногда даже, когда нет выбора, можно отрезать вот эту часть, но это вообще экстренная мера. Чтобы она не мешала раскручиваться и не рвала бланк. Но решиться на это очень сложно. Ответственность капитальная. Опять один оборот, и мы сталкиваемся со старой проблемой. Приближаемся к окончанию. Тут группа крови, слава богу, не такая нужная информация. Так, с медальоном мы закончили. Теперь осталось прочитать. Жалко с фамилией, конечно. Надо будет разбираться. У нас Федор Родионович, рядовой, 902 год рождения, РСФСР, республика непонятная, область Рязанская. Рязанцы, ребята, вам всем привет от меня.
район Новодеревенский, непонятно, сельсовет, Ленинский, деревня не знаю, Маркина, походу, Маркина, жена его, скорее всего, жена. И он, наверное, Маркин. Сейчас попробуем что-то поколдовать с фамилией. Здесь она была в самом начале и просто рассыпалась. Ну, судя по буковкам, это «Р». Скорее всего, тоже Маркин. Ну да, М. Отлично. Так, сделаем несколько фото. Что означает единичный бланк, ребята? Единичный бланк означает, что половину бланка, вторую часть его, которую дублирует, забрал его командир и зачислил его захороненным. То есть он не без вести пропал, скорее всего, если командир все-таки донес эти списки, а наверняка числится захороненным, хотя он просто лежал, как обычно, в земле, в воронке. Теперь мы найдем этого солдата, прочитаем медальон, найдем солдата в архивах, будем стараться найти его родственников, как обычно, захоронить солдата на родной земле. Да, скорее всего, Маркин. Зажал его между двумя стеклами, чтобы выдавить лишнюю воду и немного разгладить. И становится еще лучше видно. У нас точно фамилия Маркина. Ну, 99%. Так что я думаю, с этим солдатом будет теперь уже хорошо упокоиться на родной земле. В любом случае обретет вновь свое имя. Итак, Маркин Федор Родионович. Год рождения 1902. Новодеревенский РВК, Рязанская область. Пропал без вести. Вот видите, как бывает. Видимо, списки все-таки не донесли. Село Ленина. Записано в именном списке 285-я дивизия. Списки от 9 по 26 ноября 1941 года. То есть он пропал без вести в самом начале войны практически. Итак, второй медальон найден с другим солдатом. Надеюсь, удача нас и здесь будет преследовать вскрытием этого медальона. Ох, с ним беда.
видимо, он высыхал. Этот только пилить. И то шансов, конечно, совсем мало. Он тоже одинарный, судя по толщине. И прилип к стенкам. Сейчас вся надежда на то, что хоть какие-то данные там, хоть фамилия, год, а дальше по подразделениям можно будет что-то вычислить. Что же, момент истины. Не допиливается он до конца специально, чтобы его расколоть. Потому что если допиливать до конца, можно повредить бланк. Раскалывать сдавливанием лучше не стоит. Сейчас попробуем вставить отвертку и повернуть. Здесь надо что-то побольше. А нет. Дело сдвинулось. Оп. А тут не все так плохо, ребята. Похоже, есть шансы. Так, трещина прошла по всей поверхности. Ну да, кусочек прилип. Груз группы крови. Слава богу. Как нам доставать этот теперь? Целая история. От городской жизни никуда не идешь. Везде пилят соседи. Как же без этого? Даже не знаю, что. Попробовать его достать на сухую, либо добавить воды. Вот в чем вопрос. Наверное, все же я добавлю воды. Так он отклеился, ребята.
Но не до конца вот здесь. Приклеился кусочек. Как-то так, смотрите, ничего не осталось. Итак, что мы имеем? Вот такой кусочек. Здесь у нас, походу, начало. Весь мятый-перемятый, и не знаю, как это все будет. Все будет сложно. Еще сложнее, чем в предыдущий раз. Здесь у нас начало, походу. Вообще, ребята, с этим медальоном все гораздо хуже. Видите, справа кучки такие. Это как раз та самая часть, которая превратилась в грязь. Медальон сильно погнил. Есть фрагменты. Фамилия на Н начинается. Адрес семьи есть частично. Анна. Жена, наверное. Жил он не в городе, а в деревне. Там ниже деревня. Вся правая сторона вся сгнила. Плюс посерединам куски. Здесь, видите? Как вы понимаете, из этой грязи не вытащить. Просто масса. Как ты не старайся, выше головы не прыгнешь. Ну, потерь в принципе нету. То есть все эти кусочки, если соединить, вот только пробелы сгнили. Все остальное я раскрутил. Процесс не стал показывать, потому что очень волнительно. Совсем было не до камеры, когда в таком состоянии медальон. Медальоны я отсканировал в хорошем разрешении, чтобы дальше уже работать во всяких программах. Если по товарищу Маркину все понятно, все просто, все читаемо, то второй медальон, как вы видите, очень сложный. Сколько я пытался, кусочки какие-то сохранились, и на первый взгляд из них уже ничего не спасти. Но у нас есть замечательный друг Олег Гусев, который каждый раз спасает нас в подобных ситуациях. Вот в этот раз я решил к нему обратиться. Я переслал ему скан медальонов, и он начал свою работу. Много времени он потратил на собирание пазла этого. И что же мы видим? Только начальные буквы, фамилия, имя, отчество. НО, АН, область, Р, РЕЗ.
ну, то есть Рязанская, скорее всего, района Р, сельсовета Фофский. Родственники указаны Анна, видно, и отчество А.Л. То есть в ОБД можно вечно искать, просто замучаешься искать все это дело. В донесении 285-й стрелковой дивизии, в котором указан первый боец Маркин, выше строчкой и есть Новиков Андрей Николаевич. И он тоже пропал без вести 16 ноября 1941 года. И его данные полностью ложатся на медальон нашего второго бойца. Новиков тоже из Рязанской области, из деревни Фафоново Ряжского района, которая сейчас вошла в состав города Ряжск. Получается, Маркин Федор Родионович вытянул за собой земляка Новикова Андрея Николаевича. Забегая вперед, скажу, что отчество жены солдата мы узнали от его родственников. Александровна. То есть это тоже ложится полностью на медальон. Новикова Анна Александровна. В скором времени замечательный человек Наталья Юрьевна Дзюба нашла родных Маркина Федора Родионовича и Новикова Андрея Николаевича. Оказалось, что у Новикова Андрея жива дочка, и я смог с ней пообщаться по телефону. Где вы ее нашли? Где? Кировский район. Какой Кировский. Кировский, да? Да, это город Кировск. Прям сам Ленинград, да? Да, это оборона Ленинграда. Подступ. Все, это молоко, да, Чайковские, все, да. Все понятно. Осталось одно. А маму как звали у вас? Анна? Что, Анна Александровна. Вот я в Орле сама, он Таряжский сам, но у меня здесь вот прям передо мной двое, и он, и мама, вот фотографии такие чуть-чуть увели, вот так, да. Я его искала. Я искала, казалось бы, Калужской области, Хвостовичи, и там тоже Новиков А.Н. в партизанах. А я, когда сказали-то, как на Колга его направили, вот, я думала, что он где-то в Калужской. Я и в Орловской военком, и в Калужской военком, ответа пока не было. И вот случайно мне сказали, что в Хвостовичи ездила тоже братская могила, уж туда и земельку возил, то и розы, фотографии там. Я-то думал, что я уже нашла его там. А медальон, конечно, это точно он. Сначала, по-честному, я думала, что, говорю, да нет, это не он. Говорю, наш вот в Калужской я нашла его. А поэтому, ой, это, я передать не могу. Я не могу передать. Тогда я предполагала, а я теперь точно знаю. Могу сказать. Спасибо вам. Большое спасибо. Мы с вами связаться потом. Прошу. Вы меня нашли, единственное его дитя, его заставили в живых. Никого нет уже больше. Все, а это уже внуки пошли там от брата там в Москве, от дочери, от сестры тоже двое, один в Москве, один в Ряжске, мои двое вот здесь вот. А из детей я одна осталась. Ой, я очень рада, мы ждем с нетерпением. Я ее сегодня утром нашла фотографии, где он один, где он там с бабушкой и его старший сын. Дочь его живая, а средняя дочь умерла этого года в феврале, 18 февраля. А сын умер его старший в 82 году. Ну, с дочкой мы общались, она, конечно, все это восприняла так. А вы уже разговаривали? Она немножко не дослышит, наверное, с ней тяжело было разговаривать, Ну, да? тяжело, но поговорили, она рассказала, как он на фронт уходил. А ей было всего несколько дней от роду, она 2 сентября родилась. Да. 41 года. И его в это время прям забрали. Да, она рассказала. Мне позвонили из Питера товарищи и сказали, что обнаружены останки моего деда, который
пропал без вести в первые дни войны. Конечно, сейчас все равны. И те, кто без вести пропал, и те, кто геройски погиб на полях. А тогда, в те времена, было очень важно знать, что твой родственник именно погиб как герой. Не попал в плен, не убежал на сторону врага, а он отдал жизнь за Родину. И я теперь рада, очень рада, что мы знаем, что наш дед погиб геройски, отдал жизнь за Родину, за нашу жизнь, благодаря ему мы живем. И спасибо всем, кто помог нам. После того, что она описывает, слушал про это, как раз то, что она описывает по МГЕ, по многим местам, на самом деле. А кто попросил, тому и отослали. На этом история Новикова Андрея Николаевича заканчивается. Его дочка и внучка дождались его наконец-таки с войны, и он был с почестями перезахоронен на родной земле. А нам остается отвезти на малую родину Маркина Федора Родионовича. Спасибо за ваш просмотр, увидимся в следующих видео.